Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я собираюсь провести ритуал на арабском языке и объясню вам, для чего этот ритуал, чем он может вам помочь. Но прежде чем начать работу с вами, хочу сказать пару слов. Мои работы помогают тем людям, которые их проводят. А перед тем, как провести, изучают мой канал. Не ждите каких-либо перемен, если вы раз в году заходите на мой канал на 15 минут. Что-то посмотрели, пошли дальше, искать какие-то каналы, в которых в прямом эфире у вас снимают порчи и все прочее. И не забывают говорить, что вы позолотили рученьку, вон там карта, кто сколько может, кому сколько не жалко, денежки. Вот я вас всех сразу чищу. Главный враг человечества – это лень. Это когда лень менять свою жизнь. Когда ко мне приходят люди, и я говорю, изучите мои каналы несколько месяцев. Они, ой, мне некогда сейчас, вот там, можно вот сразу, вот мне нужно узнать, чего, кого. Я сразу выкидываю черный список. Человек, который доверяет свою судьбу всем подряд, даже мне, не изучив мои работы, не понимая, кто я, что я, этот человек никогда никакого успеха не достигнет. Только тогда человек может стать профессионалом в каком-то деле, когда он изучает эту работу, когда он учится, когда он смотрит, когда он учится на своих ошибках. Вот тогда он становится профессионалом и может чего-то достичь в жизни. Если вы хотите печь торты, вы должны полностью изучить этот процесс. Вы не можете зайти на 2 секунды, посмотреть на кухне, как там делают. Все, вы уже все поняли, все хорошо. Теперь я буду замечательный, востребованный мастер, и у меня все будут заказывать торты. Нет, это кропотливый труд. Если вы хотите стать ювелиром за 2 недели, или каменщиком, или археологом, или архитектором, то я вас разочарую. В этом мире легко и просто ничего не бывает. То, что я вам сейчас показываю, я к этому шла больше 20 лет. И вот сейчас заслуженное признание, благодарность и прочее. Хочу вам сказать, что собирать большую аудиторию для канала магии – это нелегкое дело. Вот если был канал анекдотов или канал каких-то там дачных хитростей, да, что сделать на даче, какие компоты закрывать. У меня было бы больше народу, потому что людям это интересно, и они подписываются. А очень много людей приходят, смотрят на канал магии, но не подписываются, чтобы другие не знали, что они смотрят, что им интересно. И именно думающую публику, они вот это любят, не любят, Вася, Петя, собрать это непросто. Это нужно иметь терпение, упорство. Тем более, если вы знаете, много-много раз мои каналы сливали, и по новой это все собиралось. Я к тому, что если вы хотите добиться результата, вы должны приложить усилия. Так что те люди, которые 4-5 лет на моем канале и пишут мне, а как к вам на консультацию прийти, я таких людей игнорирую сразу. Потому что человек, который писал мне 4 года назад, и через 4 года опять пишет то же самое, как прийти на консультацию, этот человек моего внимания не стоит. Он за 4 года не понял, как прийти на консультацию, где посмотреть ритуалы, как себе помочь. Ну, не стоит он моего внимания. Он не будет никогда ничего ради себя делать. Если вы хотите менять свою жизнь, вы поменяете эту жизнь, но только меняя свое мировоззрение. Понимаете, я могу помочь, дать вам ритуал. Вот вам ритуал поможет выйти из трудной ситуации финансовой, а вы пошли снова сделали эту ошибку. Нужно менять мировоззрение, нужно получить ответы на вопросы, кто я, что я, зачем я здесь, как мне найти себя в этой жизни. А потом просить помощи
у сил мироздания. И тогда вот это все в комплексе дает результат. Так что, друзья мои, те, которые 5-6 лет сидя на моем канале, ничего не поняли, я советую вам отписаться и уйти куда-нибудь. Вам здесь делать нечего. Поскольку я настолько, насколько возможно, да, более понятным языком объясняю очень сложные вещи. И если за 5 лет человек не добился никакого результата, он не хочет этого результата. Он никогда в жизни ничего делать не будет ради себя. Он будет ходить, плакать, играть в бедного несчастного, так и помрет, ничего не добившись в этом мире. Так, вступительные чуть-чуть. Потому что, просто смотришь, человек писал мне в 2018 году, вот у меня там плохо с финансами. Человек пишет сейчас одно и то же. 4 года. Вы за 4 года что-нибудь делали из моих работ? Я вот не знала, где их вот надо посмотреть, как надо их делать. Все, разговор закончен. Больше ни о чем разговаривать не будем. Я не знала, как сделать. Да ты просто не хочешь делать ничего. Ты 4 года ходишь по всем каналам, по всем бабушкам, по всем гадалкам, чтобы кто-нибудь за тебя сделал. А тебе взять бесплатно сильную работу провести не хочется. Почему? Потому что натура такая. Плаксивая, бесхребетная, слабая, ленивая натура. Вот и все. И такой человек обязательно вам скажет: мне платить нечем, а вот вы можете, вот помогите, а потом я сделаю. Тут же: помогите мне, поменяйте мою жизнь, все делайте за меня. Я ничего не могу, я не знаю, где найти, я не смогу сделать, я боюсь, а вы сделаете, а мне платить все равно нечем, а вот я хочу перемен и так далее. Друзья мои, таких, прошу, меня не беспокоить. Вы профессиональные плакальщицы. Вам нравится плакать, строить из себя жертву. Это смысл вашей жизни. Если ваши страдания у вас забрать, жизнь закончится. Вот знаете, вот есть женщины, которые выйдут за алкаша, терпят, умер алкаш, находит другого алкаша, терпят, умер другой алкаш, находит третьего алкаша. Им это нравится. Они считают себя нужными. Всю жизнь тащить алкашей, ничтожеств из болота, понимаете? Вот такое у них предназначение. Они себя считают нужными. А как же он без меня? Он без меня пропадет. А что делать? А если не я, то кто? В общем, забыли о них. Извиняюсь. Никак не пройдет. Еще чуть-чуть, наверное, должно пройти времени. Связки никак не восстановятся. Ну да ладно. Итак. Нафс. Я вчера вам объяснила еще одну часть исламской магии. Так называемая исламская, на самом деле это магия Востока. И различные термины в этой магии. Да? Джаду. Многие народы, которые находились под гнетом османов, персов, арабов, переняли у них эти выражения. Например, у грузин есть такое выражение «джаду-кари», что означает «злая колдунья» или «злой колдун». Джаду – порча, намеренная порча. Делают намеренную порчу, джаду. А есть ненамеренная порча, но некое проклятие. Знаете, входит туда все. Злые чары, злое пожелание, сглаз, зависть, проклятие. Все это в одном флаконе, грубо говоря, называется нафс. Вот жители Востока, да и вообще азиатских стран, они наверняка с детства слышали, когда человек говорит: как будто на мне нафс. Вот что бы я ни делал, ничего не получается. Все закрыто. На мне, наверное, нафс. Рыжик, вот ты прям сейчас... Рыжик решил свои эти водные процедуры сейчас проводить прямо перед всеми. Ужас какой. Ой, зверинец целый. Так вот. Нафс – это не порча, сделанная намеренно, но
Это насланное, закрытие дорог. Вообще с арабского языка «навс» имеет два значения. Одно значение «я», мое «я», моя личность. А другое значение – это злые чары. Оно немножко по-разному звучит, просто кто-то может перепутать. Вот «навс» означает злые чары. Закрытие дорог, зависть, проклятие, насланные просто пожелания в спину. Так вот, мы с вами сегодня будем очищать навс. Убирать вот это вот злое заклятие, злые чары, которые не позволяют кому-то из вас, например, менять свою жизнь. Не позволяет найти ту работу, которая нравится. Вот практически вот уже сейчас должны уже позвать, уже все их устроило, вы принесли там резюме, все посмотрели, замечательно, отлично, но никак не звонят. Или вот не получается, или взяли это место, сократили. Вот вы и купили там магазин, все замечательно, место отличное, до вас человек работал, все было хорошо. И в какой-то момент какая-то женщина зашла, что-то купила, что-то не понравилось, решила обратно отдать, одним словом, целый скандал. После этого у вас все, у вас ничего не продается, у вас просто остановилось полностью дело. Навс. Человек, который может наслать злые чары. Желая того, не желая того, имея злую душу, имея глазливый взгляд и так далее. На Востоке вообще принята отливка воском, отливка свинцом. Отливка свинцом чаще всего делали от сглаза. Если вот дома, например, дети начинали болеть постоянно, закатываться ночью, они считали, что вот на детях навс. То есть заклятие, сглаз, зависть. Ну, например, две снохи, одна рожает сыновей, а у другой дочери. Та, которая рожает сыновей, понимает, что большая часть наследства по закону Востока достанется ей, ее сыновьям, потому что они продолжители рода. А дочери выйдут замуж и уйдут. И вот та, у которой дочери, ненавидит, завидует. И у этих детей постоянные болезни. Вот возит туда-сюда, навс на детях. То есть на детях зависть, ненависть, чья-то зависть, ненависть, второй снохи. Такие случаи бывали. То есть человек не пошла специально, не сделала порчу, чтобы они там умерли, но она ненавидела, она желала им смерти, она желала, чтобы они были слабые, чтобы дед с бабушкой их ненавидели, чтобы с этой снохой дрались и так далее. Почему? Потому что она не хотела, чтобы первенство было у той. Пошла, сделала намеренно? Нет. Но то, что она пожелала, то, что от нее исходит, вот фонит, это вот злая энергия, она не менее опасна, чем специально делать. Теперь поняли, что такое навс? Так вот, я сейчас с вами вместе проведу чистку. Вообще от навса очищаться стоит часто, если вы публичный человек, если вы красивый человек, если вы удачливый человек, по мнению многих. Вот навс, например, вот выходите вы с подъезда, одетая, вся красивая, подошли к своей дорогой машине, а там сидят там женщины, у которых мужья весь день пьют, у них весь день скандалы, вот они там одна где-то работает, кем-то приходит злая вся и все прочее. И вот вы выходите вся такая в золоте, одетая, и вот они зло на вас посмотрели. И вы можете прям упасть, каблук сломается, лицом ударитесь об асфальт, потом будете ходить и нос вставлять обратно, потому что разбили. Навс. Она ж не пошла на вас, не сделала там порчу специально, нет. Но от нее фонит этой ненавистью, злобой в вашу сторону. И, собственно говоря, это и есть навс. То есть это собраны воедино все злые чары, все злые пожелания, сглаз, ненависть, пожелания в спину, то есть вот это вот ненавистные вот эти посылы и все такое. И оно может портить человеку жизнь. Очень сильно. Пожелание за машиной что-нибудь такое нехорошее может закончиться аварией, смертью человека. Понимаете?
Поэтому на Востоке, когда у человека все закрыто, говорят, как будто на тебе навс. Ты что ж такое? Все время у тебя что-то не так. Вот не идет, не получается. Открытие дорог, но убирание злых чар, что очень важно. Я вам показывала, как мне Лола вот отправила книгу магии на арабском. Там даже фотография была человека, кому оно принадлежало. Да? Мы насчитали с вами, по-моему, 200 лет назад эта книга была написана. Извиняюсь. Мне еще две книги теней отправляли арабского мастера. Но поскольку я перевод не знаю, но они очень ценные экспонаты, то я попросила человека, востоковеда, который владеет арабским в том числе, немного перевести смысл сказанного и русскими буквами написать мне все эти работы. И я буду время от времени вам, дарить арабские ритуалы. Друзья мои, арабские ритуалы, арабская магия, она настолько закрытая, секретная, тайная. Вот если вы найдете, например, заговоры русской старины, если вы можете найти армянские заговоры, грузинские, арабские просто найти практически невозможно. Во-первых, потому что в арабских странах это карается, вы знаете об этом. Во-вторых, потому что эти сайты, если они там будут выложены, тоже могут вычисляться определенными службами. У них есть полиция нравов, которая этим занимается. И люди не рискуют. И в-третьих, им незачем это делать. Они прекрасно работают этими работами для себя в закрытом мире. У них закрытый мир. И поэтому приобрести работы арабских мастеров – это величайшее чудо, я вам скажу, если честно. То, что эти книги теней вообще попались мне в руки, это означает, что их просто отправили мне. Мне вообще везет на это, если уж быть откровенным, да, без лишней скромности. Очень много книг, тетрадей мне было отправлено, я многое вам показывала. В дни моей юности мне попадались такие книги, редкие книги, которые уже не издаются. И это все, естественно, знание. Это все помогает мне улучшить, усилить мои работы. И на основе этих знаний подаренные ритуалы у вас работают. Работают, потому что прежде чем дарить, я много лет, десятки лет это изучала и узнавала, как составлять правильно и каким силам, в какой ситуации обращаться, чтобы все помогало. Вот сейчас я дарю вам арабский сихир, то есть тайну, арабскую магию. Снимаем навс, убираем навс, злые чары. Итак, если кто-то знает арабский, я думаю, что слова поймут, хотя я могу и не совсем так произнести, потому что это непросто. Сколько я не старалась, и человек мне повторяла, читала несколько раз. В любом случае, вы сами понимаете, когда язык не знаешь, немного произношение не то. Но это не столь важно. Можете об этом не переживать. Одну букву сюда, одну букву туда. Это не так уж важно. Главное, смысл передать. И, собственно говоря, это и есть самое важное в ритуалах и в магии. Теперь, что нам нужно? Нам с вами нужно набрать воду. Желательно в такую емкость, чтобы удобно было отливать воск, чтобы брызги не распространялись. Вам нужно будет взять благовоние. Обычно в таких ритуалах присутствует бахур. Но это долгий вопрос сейчас, поэтому я сейчас бахур доставать не буду. Я надеюсь, кто не знает, наберите, узнаете, что такое бахур. Издревле использовался бахур для очищения пространства с помощью масел, с помощью благовоний и так далее. Вообще Восток славится маслами и благовониями. Далее. Вам нужна соль, как символ горьких слез, боли.
берете и 3 шпатка соли кидаете в воду. Вот. Символизирует безысходность, боль человека, да, слезы, его переживания. Далее. Гвозди. Здесь саморезы. Свистнула у Артура. Надеюсь, не узнает. Без разницы, какие гвозди. Можете иглы, можете булавки, можете гвозди. Можете такие саморезы. Главное, чтобы они были острые. Какое-то определенное количество, там и считать не нужно. Это препятствия, это трудности, это острые углы, да, всего, что у вас в жизни происходит. То есть то, что причиняет вам боль, колется, колет вам жизнь, не дает спокойно развиваться. Благовоние, потому что здесь сказано и о небесных сферах, и чтобы вот то, что мы говорим, оно уходило вместе с дымом в небеса. Вообще в арабской магии, восточной магии дым, он играет огромную роль. Дым очищает, дым убирает, женские болезни очищаются дымом и прочее. И воск. Но здесь мы берем обычные свечи. Желательно не церковные, естественно, поскольку немного энергии, не немного, а очень даже разные, и не стоит путать. Читать нужно столько раз, пока вы не почувствуете облегчение. У вас будет такое ощущение, как будто груз упал с плеч. У вас в голове начнется такое некое движение внутри, то есть ощущение прилив крови, то тепло, то горячо, то холодно, руки начнут прям вот леденеть. Это все уходит, вот этот навс, то есть то, что прилипло, если на простом языке это вместе с этими всеми лярвами, то есть, понимаете как, вот когда к вам прилипает проклятие, когда к вам прилипают злые черные чары, то прилипают и те духи, которые этими чарами, этими энергиями питаются. И вот вместе с ним они начинают вытягивать у вас и силы жизненные, и здоровье, и все остальное. И они отлипают, когда вы очищаетесь от этого всего, от этого проклятия. Итак, значит, давайте свечу я сюда все-таки поставлю, потому что мне нужно будет все время зажигать. И одну свечу зажгите для удобства. Ой, извиняюсь. Свечи желательно, восковые свечи желательно белые, желтые, чтобы вы увидели ту черноту, которая у вас будет уходить. Черной свечой можно, но не вижу здесь целесообразности именно с черными свечами работать. Начитывайте, капаете, значит, вот сюда. Потом нужно это закрыть и унести подальше от дома. Желательно кинуть либо в воду, в речку или в источник, то есть не в стоящую воду, или закопать, или, если у вас нет такой возможности, оставить в таком безлюдном месте, чтобы никто не открыл. Но если в течение 40 дней никто не откроет, да, собственно, все хорошо. Если откроет, ну, этот человек может быть наказан, у него может быть денежная потеря, жизнь не потеряет, ничего не будет, но желательно в таком месте, чтобы... А желательно закопать. А зимой вообще замечательно, можно в снег куда-нибудь закрыть, в снегу, и все. Оно должно пролежать 40 дней. Через 40 дней эти духи окончательно уходят. То есть не от тебя, а от вот этого всего. Ты туда их переселяешь. Они привязываются к этой банке. Они окончательно уходят, и все заканчивается. Поэтому, ну, закопайте где-нибудь и спокойно живите. Если до 40 дней кто-нибудь увидит, найдет, оно просто уйдет в его жизнь. Вот и все. И уйдет не с той силой, с которой у вас было, на вас, ну, по крайней мере, накажет за то, что они тронули. Понимаете меня? Поэтому в такое место, чтобы люди не гуляли, ни с собаками, никак. Вот безлюдное место. И спокойно, в конце концов, закапывайте. Закопайте туда, закройте. Но не в доме, в своем огороде нельзя.
Закопайте, закройте и спокойно живите дальше. К вам оно не вернется, но желательно, чтобы никто его не трогал. То есть и случайные люди в том числе. И хотя я вас сейчас буду обучать, то есть рассказывать, да, по сути, но даже в этом случае у меня сработает и очень сильно, я более чем уверена в этом. Потому что сильные слова, они, неважно, ты обучаешь этому, передаешь, рассказываешь, пусть, они срабатывают. Итак, начнем. Бисмисм эль-самиом вауарди. Бисмисм аль-нари валь-мори. Эна эль-хагу эль-барар бель-джиннати. Харигу фатхи турукати. Тахеро навси. Эне ахригу актаифа. Гадар навси. Эль-джейнати эфтар терихи. Бисмисм эль-самиум вауарди. Бисмисм эль-нари валь-мари. Эна эль-хагу эль-барар бель-джиннати. Харигу фатхи турукати. Тахеро навси. Эне ахригу актефа. Гадар навси. Эль-джейнати эфтах тирихи. То, что я произношу, никто никогда нигде не напишет, и навряд ли вы услышите. Это уникальные вещи, которые переданы только мне, и я вам дарю. Нигде не найдете, особенно от арабских мастеров, чтобы они вам передали. Обязательно капайте правой рукой. В исламе левая сторона считается стороной зла, черноты. Хотя есть исключения, есть ритуалы исключения, где и левой рукой делается. Но в основном чистка и прочее нужно делать правой рукой. Даже спят на левую сторону, чтобы прижимать и уменьшать злую силу. То есть запомните это. Левосторонний, левое, это считается нехорошо. Итак, судя по черноте, на мне тоже есть навс некий. То есть ненависть, злость, зависть. У кого как. У кого-то больше ненависти и зависти, у кого-то больше злых чар. Но в любом случае. Пуся. Так, следующее. Давайте еще один. Так. Сейчас покапаю немного и, видите, гаснет. Обычно гаснет, сопротивляется, потому что это как плохой квартирант, который не хочет уйти, если на человеке есть действительно зависть. Она может быть разной, то есть может быть очень сильный навс, может быть средний, может просто зависть, может с глаз, может злые пожелания, неважно. А может все вместе быть. Бисмисм эль-самиум вауарди. Бисмисм аль-нари валь-мори.
Эна эль-хагу. Эль-барар. Бель-джиннати. Фаригу фатхи. Турукати. Техеро навси. Эне ахригу. Алтеефа. Нет, неправильно сказал. Эхтеефа. Гадар навси. Эль дженнати. Эфтах териги. Вот так вот капаем, периодически начитывая. Периодически. Язык заплетается. Весь день там всем отвечать и писать, это еще не то будет. Бессмисом. Вот, видите? Бессмисом. Эль-самион. Так, ну-ка, марш оттуда со стола. Тут же огонь горит, все любопытные собрались. Бессмисом эль-самион. Вауарди. Бессмисом аль-нари. Вальмори. Эна эль-хагу. Эль-барар. Бель-джиннати. Фаригу фатхи. Харигу фатхи. Турукати. Тахеру навси. Эне ахригу. Эктефа. Гадар навси. Эль дженнати. Эфтах териги. Если честно, вот у меня онемела рука, и на голове стало горячо. Я, наверное, последний раз сделаю, и все. И не удивляйтесь, если вы будете потом бегать в туалет. Поэтому такое делайте тогда, когда вам не нужно никуда собираться. Делать нужно в темное время суток. Луна не имеет значения. Если бы луна имела значение, я бы вам сказала. Поэтому прошу одно и то же не писать. Далее. Текст будет на днях. Яна всегда печатает. И долго ждать никогда не приходится. Поэтому насчет текста тоже попрошу 100 раз одно и то же не писать. Я, наверное, теперь продолжу без камеры. Мне тоже это нужно иногда. А вам, я думаю, что все объяснила. А когда будет текст, вы сами проведете. А результат не заставить ждать, потому что арабская магия, она очень сильна. И вообще всякая магия сильна, но есть определенные работы, которые старинные, древние, и они срабатывают очень быстро и очень эффективно. Теперь покажем. Видите, на мне тоже есть зависть и ненависть. Ну, очистим. Ничего страшного. Желаю вам удачи. Прослушайте внимательно, как и что нужно делать. Проведите и убирайте навс. То, что вам мешает развиваться и получить все блага жизни, которые вы заслуживаете. Всем всего хорошего.